После того, как спилили пыптики, надо расклинивать нам. Расклинивать все участки, где у нас были пыптики наши, на консольных палках. Если коротышка, да, у нас и один переруб в ней присутствует, то у нее происходит консоль, вот это качение. То есть у нас здесь были пыптики, они держали от качения. И когда мы их спилили, они, соответственно, клюют либо в эту сторону, либо в эту сторону. То есть в зависимости, где баланс больше, где меньше. Вот сейчас на этой стене покажем, что происходит. Вот здесь у нас канадская чашка, соответственно, все задавлено. На трапеции, на затесах у нас абсолютный плотняк. А здесь у нас клиньев нет. И что происходит, если не забивать клинья? Вот здесь мы видим перепад 5 миллиметров. То есть вот эта вся колонна из коротышей, она сюда вывалилась. И здесь ступенька 5 миллиметров. То есть перекрываха на 5 миллиметров там утоплена. А это все сюда торчит. И плюс уровень. Уровень сейчас завален. Мы видим. Там завален или нет? Ну вот видим. То есть сейчас оно у нас сюда. То есть надо его в другую сторону, проем, двигать. Все это делается с помощью клиньев. Ну, мы до этого дошли, как бы просто проще, пока ничего не придумали. Вот. Можно такие, но вот клин 4 сантиметра у него ширина, длина сантиметров 20 и на нет сходит. Все это бензопилой делается очень быстро и просто. И погнали с двух сторон. Забиваем. То есть здесь мы видим, щелки они есть, небольшие. Уже потому что был клин забит сюда. Вот я их выдернул, вот, чтобы показать. На самом деле, когда ты кладешь, то есть у тебя вот эти все коротышки, они вот здесь спрессовываются плотно. И там не то, что 5 миллиметров, как я показал, там вообще бывает до 2 сантиметров они падают сюда. Вот. Все, раздвигаем. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Сильно не напрягаем, чтобы равномерность была. Также смотрим. Здесь вот старта. Скажи. Здесь, если забивать, допустим, один край, вот мы видим, что коротышка уезжает влево. Вот, видно? Видно, нет? То есть желательно бить с двух сторон, чтобы равномерные. Сейчас она сюда подвинулась. То есть вот, по которому клину бьешь, потому она в ту сторону и уезжает. Одинаково. Ну что, короче, вытащили, а за счет того, что уже при сборке вот эти палки перекрывные, они закрыли на трапецию, у нас на чашке задавилось все. Вот, и даже я клинышки вытащил все, то есть хотели снять показательно, как они клюнут. Как вот здесь вот обычно, когда ты вытаскиваешь, они наклоняются. Не наклоняются, падают все в одну сторону, как гармошкой собираются. Вот там она выпирает сразу, из-за перекрывахи торчит. Вот здесь с этой стороны эти коротышки, они заваливаются сюда, и получается перекрываха здесь с этой стороны торчит. Вот, то есть вот такой вот наклон вот этих всех коротышей происходит в одну сторону. Сосбариваются они. Вот, а так как уже
собрали правильно, с клинышками. Там все заклинилось, вот, и они как бы зафиксировались в положении. Все равно надо будет засунуть, конечно, обратно туда. Вот они. Так, конечно, мы не оставим. Мы пройдемся, подклиним обратно. Вот, потому что за ночь они все равно потихоньку под своим весом они будут просаживаться. Надо туда подзабить будет. Короче, таким образом. Сейчас пойдем, может, еще что-нибудь найдем. Стеночку. Тоже была проблемная стена, тоже за счет того, что не заклинили ее. Вот, то есть, ну, на глаз же стреляешь, на глаз вот эту щель равномерно сделаешь. И здесь просто не уловили, и она была чуть-чуть подспущена. То есть, эта вся колонна из коротышей, она была вниз. Вот. И у нас снаружи получилось, когда мы перекрываху кинули, перекрываха торчала относительно вот этих нижних торцов. Вот та верхняя палка, она торчала там миллиметров на 5. Вот. Все, сейчас подбили эту верхнюю, распределили сторону. Распределили не верхнюю сторону, блин, а вот эту вот колонну с коротышей. И все, и оно у нас выровнялось. Сейчас можно посмотреть с перекрывахой, с торцовкой перекрытия у нас ровная линия идет. Вот. Вот они садятся. Неудобно вытаскивать, то есть заказчик даже потом может сам, то есть так вот покачивать. Вот они все выходят. Вот. Ну, во-первых, она болтанка начинается. Вот видите, что? То есть вот они ходят там спокойно. И вот эта геометрия нарушается. То есть все сразу клюют они все вниз в гармошку. И вот тоже опять же видим ступеньку здесь. Вот оно вывалилось сюда примерно здесь даже миллиметров 7 уже торчит. Все, забиваем обратно. Еще раз покажу. Вот здесь скрайбинг. Скрайбинг. Чашка канадская. Все у нас плотняк. На затесах, на наших холках, трапеции. Вот, все задавлено. Все подсаживается. Тут даже с протеской стена. Вот, то есть давление сейчас на чашке идет. Забиваем клинышки, распределяем щелки. Собственно, вот и все. Стена без шкантов, шканты не используем. Все стоит. То есть даже на крестиках, которые меньше, вот здесь, по-моему, меньше крестик. Вот. То есть тоже все без шкантов. Как мы видим, все железно. Диаметр 32-34. И бьем. Покажи отсюда. Бьем, не увлекаемся с одной стороны. Почему? Потому что вот что происходит. Вот смотрите. Видите, что происходит? Уезжает в правую сторону, если бить, только лишь по правому клину. Вот, поэтому делаем равномерно с двух сторон. Вот. И смотрим показатель. У нас показатель того, что как бы все ровно. Это штраба. То есть штраба спилена была идеально бензопилой. Вот там у нас еще высверлена под электрику, под скрытую. То есть вот эта линия, она должна сохраниться. Вот. Поэтому так и двигаемся. Вот здесь вот раз, тоже клинышек.
И со стороны смотрим, потому что есть, допустим, вот здесь вот это бревно присело. Вот оно, присело. Тут небольшой у нас скрайбинг, то есть небольшая щель равномерно. Вот здесь тоже. Но здесь, получается, вот там чуть больше, вот здесь чуть меньше, то есть тут можно подстучать. Вот это более-менее ровно. То есть со стороны смотрим всегда, чтобы щель по пазу была ровная. То есть здесь может клюнуть или наоборот сильно забить клин. То есть выравниваем на глаз, делаем ровненькую щелку. Вот здесь вот придавилось. Вот, видишь? То есть начали бить, поднимать снизу. Здесь задавилось, сейчас мы это раздвигаем. Ту маленько раздвигаем. Вот, и смотрим верхний, между верхней палкой, перекрывахой и вот этой у нас там санта 2. То есть нам надо еще раздвинуть. Получается вот эти два санта распределить здесь. Есть минус у этого способа. Какой минус? То, что мы утеплитель забиваем. Утеплитель забиваем, получается, туда вовнутрь. И когда будет здесь обсада, брусок штробной примкнет. По сути, будет прохождение холодного воздуха. Но это уже для обсадников. Тот, кто будет вставлять обсаду, они должны будут подконопатить. То есть туда пробить утеплитель, чтобы у них здесь все и отсюда был утеплитель поджат вот с этой стороны. Между штробным бруском тоже и коробкой тоже утеплено все. Вот. И отсюда, где клин мы сейчас засовываем, вот, мы сейчас туда можем замять просто. Вот здесь где-то остается, он где-то заминается, вот туда уходит. Вот это надо контролировать. Все, смотрим по штробе, у нас здесь линия ровная, никаких перекосов, выпираний наших коротышей сейчас не происходит, то есть все в линию вертикальную сделано. Все нормально, в принципе, можно оставлять. Со стороны сейчас глянем, что происходит. Вот, то есть уже не качается, вот, да, то есть в пазах уже расклинено, в принципе, все у нас. То есть когда поднимается, чик-чик-чик-чик-чик, пазы смыкаются, вот, и все фиксируется друг с другом. Маленько есть раскачка. Можно еще даже где-то что-то подбить, еще и устранить. Как бы. Вот. Ну, дальше все собираем, уже идем выше. Давление на чашке будет происходить по внешним сторонам. У нас вот там вот будет давить масса бревен стены. Вот. И здесь, соответственно, потом мы потихонечку их все вытаскиваем. Чик-чик-чик, чик-чик. Покачали, вытащили. Все подвытащили. Вот. И, соответственно, там стена у нас садится, щели уменьшаются вот здесь. Вот здесь. То есть в этой части, где чашка, щель будет уменьшаться за счет давления вот этих вот стен. Здесь будет смыкание происходить. И, соответственно, вот здесь мы также будем клинышки наши вытаскивать. Ну, все, и визуально чисто контролировать, смотреть, чтобы все красиво было, все ровненько.